Как и в обычные HTML элементы, в React компоненты можно передавать свойства, которые будут определять, как будет выглядеть или что будет отображать компонент. Вот напомню, что продукт у нас функциональный компонент, а notification у нас классовый компонент. Допустим, мы в продукт хотим передать некоторые свойства, title. Давайте здесь напишем this is product. И аналогично в notification тоже передаем значение свойства title. Со значением так, this is notification. Ctrl-S в Visual Studio Code сохранить изменения. Далее у нас есть компонент product, наш функциональный компонент. И чтобы получить значение этого свойства title, в компоненте product мы можем использовать объект props. Вот таким образом. Далее, вот здесь мы можем вот это удалить, то, что здесь было. Написать props.title. Сохраним. И давайте посмотрим. Сейчас запустим npm start. Выполним команду и посмотрим, что у нас произойдет. Видите, this is product. Все отлично отработало. В классовом компоненте доступ к этому объекту можно получить через with_props. Давайте здесь удалим. Notification у нас классовый компонент, поэтому делаем здесь with_props title. Ctrl-S еще раз сохраняем. И давайте посмотрим, к чему это все приводит. И все так же отлично у нас все работает. Давайте еще раз посмотрим вот сюда. Значит, пропсы, по сути, это аргументы функции, которые позволяют влиять на рендеринг элементов внутри компонентов и логику их работы. Как и аргумент, props может быть чем угодно. То есть это может быть строкой, числом, массивом, объектом, функцией, то есть абсолютно чем угодно. В качестве имени аргумента принято использовать props. Такое соглашение между программистами. Если вы не передадите никакие свойства в компонент, если ничего не передавать, то объект props будет существовать, но он будет пустым. Давайте перейдем в компонент product и посмотрим, как мы можем еще улучшить этот код. Этот код можно сделать еще проще, если использовать деструктуризацию. И делает это следующим образом. Сейчас мы props здесь удалим и сделаем, сразу вытащим title. И вот эту props точку можно уже удалить. Сохраним и давайте проверим, действительно ли наш код улучшился. Видите, ничего не сломалось, все по-прежнему классно работает, а код стал намного приятнее читаться. То есть при объявлении компоненты мы можем деструктурировать объект props и достать те свойства, которые нам нужны. И дальше мы можем использовать эти свойства как обычные переменные и использовать в JSX или строить какую-нибудь логику, к примеру, там выбора CSS стиля, ну или что-то еще. Стоит отметить, что пропсы можно только читать. React-компоненты обязаны вести себя как чистые функции по отношению к своим пропсам, вне зависимости от того, функциональные они или классовые. Чистая функция – это функция, которая не изменяет свои входные данные и предсказуемо возвращает одинаковый результат для одних и тех же аргументов. Это означает, что компоненты не должны что-то записывать в свои пропсы. Давайте вернемся в файл index.js. В данном выражении у нас используется строковый литерал, да, this is notification. Давайте посмотрим еще некоторые эквивалентные записи. Как можно это записать? То есть мы здесь используем двойные
можно кавычки, а можно использовать одинарные кавычки. И это тоже будет эквивалентная запись. Кроме того, мы можем обернуть все это вот таким образом, фигурные скобки. И это тоже будет также работать, и ничего не сломается совершенно. Давайте проверим. Видите, и все так же по-прежнему работает. Ну и, конечно же, также можно здесь использовать будет двойные кавычки, и это тоже эквивалентные записи. Что это полностью эквивалентные записи. В качестве пропсов можно передавать не только строки, но вообще любые JavaScript выражения. Давайте, к примеру, вот здесь создадим некоторую функцию, назовем ее render title, которая в качестве аргумента функции будет принимать некоторый title, и все, что она будет делать, это просто будет возвращать title. Теперь вот здесь, допустим, в продукт мы можем что сделать? Поставить фигурные скобки, передать сюда render title и вызвать с некоторым текстом. This is продукт. Сохраним и давайте проверим, что действительно все у нас работает. Все отлично работает. Теперь представьте, что у нас в нашем магазине какие-то есть продукты, а какие-то нет продуктов. И мы можем сюда передать следующее свойство, к примеру, disabled. Да, и на основании его уже как-то можно будет изменять продукт. К примеру, там закрашивать каким-то цветом. Здесь мы можем явно указывать, что наш продукт не задизейблен, или наоборот, он как бы отключен, disabled true. Но есть еще одно выражение, эквивалентное такой записи. Мы можем пустить вот это true и просто поставить вот так. То есть вот это disable по умолчанию, это будет то же самое, что disable true. Вот, но не всегда стоит полагаться на такую особенность написания, и лучше, наверное, указывать в явном виде disable true. Дальше этот Ctrl-S мы сейчас сохраним, переходим в продукт, и здесь мы можем также деструктуризацию сделать, disabled. Вот таким образом. И дальше мы можем как-то поработать с этим свойством disable, да? Давайте сделаем const style. И здесь будет какой-то просто color, цвет, что если у нас disabled, то тогда цвет пусть будет красный, да, чтобы мы явно видели, что у нас все отлично работает. В противном случае пусть будет цвет шрифта черный. И этот style мы можем передать с вами вот здесь, сюда. Style. То есть сейчас мы у нас disable true. И посмотрим, как все это работает. Видите, все отлично отработало. То есть свойство disabled мы с вами использовали как обычную переменную, выстроили какую-то логику и уже дальше использовали. Либо можно ее просто использовать где-нибудь уже сразу в JSX. Теперь здесь мы можем воспользоваться, передать сразу что-то по умолчанию. Допустим, disable true. А здесь мы можем с вами это убрать. И давайте посмотрим, как все это изменится. То есть здесь будет значение по умолчанию всегда true. Если сейчас перейдем и посмотрим, то видим, все равно он красный цвет. Вот таким образом мы можем здесь задавать значение по умолчанию. Давайте еще посмотрим на некоторые интересные моменты. Это использование спред-оператора. Давайте вот это мы сейчас удалим. Здесь у нас будет некоторый props. Здесь, чтобы не ругалось, пока props title сделаем. У нас есть компонент notification. Сейчас мы его с вами... Давайте здесь чуть пониже припаркуем. Используем React Fragment. Нужно импортировать. Автоматически не подсказывает, да? Ну, ничего страшного.
import notification from notification. Теперь какой момент? Да, сейчас notification у нас принимает там в качестве пропса использует title, но может принимать не одно сейчас свойство title, а 101 свойство или там 1000 этих свойств. Представьте, да? И мы же не будем тогда 1000 свойств описывать там title, что-то там value, что-то там. Представьте, 1000 таких свойств. Это по меньшей мере неудобно будет потом читать и поддерживать такой код. Поэтому мы можем сделать таким образом. Просто передать все пропсы. Да, и сейчас мы проверим, перейдем в браузер. Вот, собственно, оно отрисовало This Product. Мы этот title передали сюда, и все отлично отработало. Так, давайте посмотрим, вернемся сюда. Давайте передадим disabled, опять же, со значением true. И что-то можно здесь как-то сделать, да? То, что мы делаем со стайлом, к примеру. То есть можно сделать следующее. Мы можем с вами изъять этот disabled из props. И здесь развернем все. Оставшиеся пропсы мы развернем, к примеру, в other props. То есть компоненту notification disabled не нужен, он его нигде не применяет. В то же время использует title. И мы можем поступить с вами, передать в notification вот этот other props. Сохраним, посмотрим, и все отлично работает. А disabled мы с вами отсеяли, так сказать, и его дальше можем использовать как мы хотим. К примеру, там, если есть disabled, там, то покажем props title, ну, к примеру. Сейчас у нас true, поэтому показывается. То есть spread оператор, вот эти 3 точки, помогают отсеивать как бы нужные пропсы и передавать в целевой компонент только необходимые данные, как мы с вами вот здесь поступили. Итак, давайте подведем некоторый итог. Пропсы — это свойства компонентов. Пропсы можно только читать. Пропсами могут быть любые JavaScript выражения. И по умолчанию значения пропсов выставляются в true. Пропсы можно передавать сразу пачкой, используя spread оператор. Или по-русски еще можно сказать оператор расширения. Еще нужно будет посмотреть, как передавать в качестве пропсов массивы, но там есть определенная специфика, которую мы рассмотрим с вами в следующем видео.